Здравствуйте, меня зовут Роман Вершила, и сегодня я хочу продолжить, вернее, можно сказать, завершить нашу тему, которую мы подняли, что антимодернизм и христианская образованность и гностическое образование, которое мы противопоставляли. У нас уже было 2 видео на эту тему, одно такое самое общее, другое было на примере Юлиана Отступника и его школьной реформы, так называемой, школьного эдикта. И теперь, чтобы завершить эту тему, я подсуммирую то, что мы сказали, и предложу какой-то выход из этой ситуации, основываясь на вопросах, которые нам поступили по этим видео. Итак, темой этого видео является антимодернизм и свободное искусство. Здесь я бы сказал так, что главная наша задача, главный такой прием, который мог бы нам помочь, это знать предмет лучше противников. То есть противники наши – это православные модернисты и разного рода идеологи, либералы, коммунисты, марксисты и так далее, националисты. И, соответственно, надо сказать, что нас очень многое уязвляет. Мы именно несовременные люди, и поэтому мы не плаваем в современности. Современность нам не нравится, мы с ней спорим и находимся во враждебных с ней отношениях. Соответственно, мы такие пасынки нынешнего века, и, соответственно, нас любой может обидеть, если так можно выразиться. Любой идеолог, любой модернист может нанести нам рану. Но вообще-то в этом нет никакой такой железной необходимости, и этого вполне можно избежать. Мы находимся в умирающем мире. Вот в чем дело. И мы должны всячески откреститься от этого умирающего мира. И выходом является уход в пустыню. Вот в чем дело. Это такой принцип. Уход в пустыню. Но это не значит, что за нами не гонится фараон. Да? То есть, и этот фараон в душе каждого в той мере, в какой мы принадлежим современности. Но для того, чтобы этого избавиться от этих ненужных сомнений, от нужных не надо избавляться, от ненужных сомнений и сделать себя защищенным от наших мучителей. То есть идеологи, модернисты, они же нас мучают. Вот в чем дело. Они говорят всякие ужасные вещи, предлагают нам всякие соблазнительные штуки, планы. И нас, конечно, это уязвляет, потому что мы чувствуем, что когда нам обещают светлое будущее, да, то мы чувствуем, что вообще-то мы бы очень не против были бы какого-то светлого будущего, потому что современность нам, в общем-то, не нравится тоже, как и марксистам, например. Но выход здесь довольно-таки простой. И надо нам знать предмет лучше наших противников. То есть знать о том, о чем идет разговор, больше, чем они. Намного больше. Так, ты, с одной стороны, ты не позволишь никому мучить тебя, водить тебя за нос. А с другой стороны, ты сможешь, в общем-то, даже, даже посмеиваться над ними, да, как это, «Во утре избивах вся грешная земли», да, из псалма. И можно даже какое-то получать даже от этого, можно сказать, удовольствие какое-то, да, то есть в этом будет какая-то радость, потому что ты ощущаешь свое христианское превосходство над теми проходимцами, которые, вещают всякую глупость безграмотную. И, соответственно, такой рецепт – знать предмет лучше, чем противник. И сразу возникает вопрос, да, наших противников много, знают они разные области, кто из них биолог, кто из них физик бывший, кто, из них библеист и знаток древнееврейского языка. То есть, все-таки, что же нам надо знать?
То есть в какой же области мы с ними сталкиваемся и в какой области, что же нам надо знать именно лучше, чем они, намного лучше, чем они. И вот тут я скажу довольно странную вещь, вот, что для такой победы над модернистами, для такой победы над модернизмом, как ни странно, не нужно богословие статическое. Богословие вообще нужно, необходимо, но нужно оно очищенному уму для богопознания, для богообщения, для молитвы. Вот для чего нужно богословие. То есть и не надо из него делать такое, как сказать, орудие, да, для того, чтобы бороться с ним, с его помощью, с Александром Дугиным, который является просто проходимцем. То есть это как бы недостойно богословия привлекать его для опровержения там, значит, Кураева и других персон. То есть вообще оно нужно, богословие. Я не говорю, что оно не нужно, наоборот, оно совершенно необходимо. Надо в нем, вот именно его надо знать. И в него надо углубляться, но совершенно с другой целью. Вот так вот. Не для того, чтобы победить модернизм, а для своих целей, для того, для чего богословие нужно. Вот. И богословие действительно нас не руководствует, оно и не должно руководствовать нами в политической жизни, в области промышленности, бизнеса, культуры и так далее, и так далее. То есть, в конце концов, уж если там кого-то нужны указания, то можно найти их там в канонах, в нравственном учении церкви. Но богословие для этого не нужно. Но, может быть, для этого нужна философия? Тогда уж давайте тогда так, христианская философия, ну, скажем, Блаженного Августина или там, скажем, значит, Константина Леонтьева. Нет, она тоже для этого не годится. То есть истинная философия для этого тоже не подходит. Она тоже не помогает нам побороть марксизм, там, скажем, модернизм и другие заблуждения века сего. При этом философия нужна, то есть философию тоже надо знать. И знать гораздо лучше, чем они. Но опять же, совершенно с другой целью. То есть, вот видите как. То есть, значит, знать две вещи нужно. Нужно знать логику, философию, значит, искусство слова, как мы об этом говорили только что. Нужно изучать святоотеческое богословие, но понимать, что как орудие против модернизма оно не годится. Почему? Почему так? Дело в том, что если мы думаем, да, что богословие годится для опровержения модернизма, значит, мы не понимаем, что такое модернизм. Какие вопросы модернисты ставят перед церковью. Понимаете? Они ставят вопросы, ну, например, экуменизм, да? Вот такой вопрос экуменического общения. Они ставят вопросы уже давным-давно решенные. То есть, как относиться к еретикам, не надо для этого членствовать в Всемирном совете церквей, общаться с протестантами, католиками, значит, участвовать в экономических изданиях и, значит, получали оттуда деньги. Это совершенно не нужно. Абсолютно. Вот. Если иноверцы хотят отречься от своих заблуждений и стать христианами, то прекрасно, и никто, конечно, препятствовать им не будет. Вот. Кроме, может быть, тех, у кого действует тоже под влиянием вот идеологии экуменизма запрет на прозелитизм. А он тоже действует. И во многих странах, особенно в Европе, а также, я знаю, как и в Казахстане, то есть не обращать в христианскую веру православную нельзя. То есть католиков нельзя обращать. То есть так, это такая негласная договоренность, и эта договоренность действует внутри всех членов Всемирного совета церквей. Они не обращают друг друга. Это точно. То есть прозелитизм там осужден и запрещен. Ну так вот. Так почему же экуменисты ставят вопросы уже решенные? То есть они задают эти вопросы не потому, что они их интересуют. Или что, допустим, скажем, старые решения там им неизвестны церковные. Нет. Что они, может быть, неясно как-то были разрешены там на Вселенских соборах или в канонах и так далее. Ничего подобного.
У модернистов в этой области нет никакой неясности. Они не обладают даром исследования таких духовных проблем. И они задают эти вопросы только для того, чтобы мучить ими церковь. То есть конкретно тебя. То есть чтобы тебя замучить, лишить тебя душевного покоя, мира с Богом, они задают эти вопросы. Вот так. То есть революция ради революции. И поэтому понятно, да, что отвечать прямо им на заданные эти вопросы, которые их не интересуют, то есть их не устроит никакой ответ. Там ни насколько утвержденный в Писании и предании. То есть он их не устроит никак. Никакая логика, там, никакая философия их в этом смысле не убедит. Почему? Не потому, что эти аргументы не действуют. Они действуют уже, не знаю, там, 1500 лет, как минимум. Да? А вообще-то с апостольских времен в отношении с еретиками. Но они просто эти ответы им не нужны. Они ничего не испытывают, ничего не исследуют. И вот мы можем еще дальше поговорить о том, все-таки, какое тут мучение-то в этом. То есть, ставят они вопросы, какие-то, грубо говоря, проходимцы, там, не знаю, там, экуменисты, там, отец Георгий Флоровский или прочие, значит, они ставят эти вопросы экуменические. Зачем? Что такое, какое тут мучение? Дело в том, что они мучают их таким образом, что ставят перед церковью не духовные, не богословские, не какие-то такие, значит, исторические, церковные вопросы, а они ставят вопросы мирские, то есть практические задачи, вопросы как достичь. Там нам нужно это, как мы должны до этого достичь. Понимаете? То есть там, где церковь всегда воспринимала так, что неверующий пусть он придет, отречется, придет к истинной вере, отречется публично, да, в таинстве, в таинстве покаяния, да, или там при миропомазании, или при крещении, если он вообще был какой-то там язычник. Пусть он отречется от своих заблуждений, примет православную веру и, пожалуйста, прекрасно, слава Богу. Вот. Они ставят вопросы практически, как примирить, как, значит, соединить церкви и так далее, и так далее. Именно как. Вопросы чисто практические. Так вот, таким образом, модернисты – это совопросники мира сего, буквально, вот, понимаете, такие. Вот в этом смысле они испытатели, да. То есть эти вопросы их интересуют, мирские вопросы их интересуют, и, соответственно, кажется, да, что для того, чтобы им на это все ответить, нужно знать богословие, историю церкви и так далее. Ничего подобного. Нет. Дело в том, что само жало этих вопросов, оно дотягивает до нас, в той мере, в какой мы мирские люди и мыслим по-мирски. Но до православного богословия эти вопросы далеко не дотягивают. Поэтому, например, экуменизм совершенно спокойно приобретает форму практического экуменизма. Да? То есть различия в вере не важны, а важно то, что мы вместе делаем добрые дела. Вот, пожалуйста. То есть вообще вся проблематика экуменизма, из-за которой, в общем-то, был и соблазн, и много горы лжи, огромное смущение, утрата веры и, значит, отвращение от православия, значит, иноверцев. Вот. Все это выбрасывается в мусор. То есть этого ничего не было, а мы просто будем сотрудничать вместе. Мы в одной лодке, значит, мы будем плыть в одной лодке. Все. То есть таким образом никакого богословия тут нет абсолютно. Поэтому, чтобы разоблачить модернистов, чтобы разобраться в них, чтобы мы должны знать модернистов лучше, чем они сами знают себя. Вот как. Понимаете? Мы должны быть в этом специалисты. И тогда мы будем, имея как христиане знания и богословия, и философии, мы будем на них смотреть свысока. Но у модернистов не надо искать богословия, которого у них нет. Понимаете? Но это просто глупо. Глупо искать у митрополита Иоанна Зизиолоса богословие, но это просто не нужно. Там встречаются имена православных богословов, какая-то терминология даже, и тоже перековерканная. Но вообще-то
Там никакого богословия нет. И напротив, нам надо показать очень убедительно, вот это тоже надо знать. Для этого надо тоже знать богословие, что то, что они называют богословием, есть речь мирская. Это мировоззрение. Воззрение не на Бога, а на мир. Демонический замкнутый комплекс представления о мире. Не речь, не мысль о Боге. О чем-нибудь священном. Нет, они это отрицают категорически. Вот. И если человек не различает святое от несвятого, церковь от мира, то он вообще ничего не говорит о святом, понимаете? Вот тут есть вот это такой, это то, что я называю феноменологический закон, что если происходит слияние, то одна часть исчезает. То есть это не то, что святое где-то все-таки присутствует, да, когда святое и несвятое совмещается. Святое исчезает абсолютно. Речь идет только о святом. То есть идет по нижней границе. Вот. И все, что мы можем обнаружить в модернизме, это мнимое богословие. Речь светских людей о мирских вещах. Вот и поэтому мы избрали такой путь, что изучаем модернизм не как разновидность христианского богословия, а как разновидность идеологии. Поэтому как бы выглядит так, что, если говорить прямо, да, то мы грубым орудием рубим низкие предметы. Они ниже богословия, да? Ниже христианства. Исторически, если брать вот наш сайт, так можно сказать, в чем-то показательная какая-то фигура, такое явление. Вот. Исторически было дело так, что начали мы с исследования православного модернизма и православных оппонентов. Мы писали о модернистах и брали православных антимодернистов. Их сочинения, их опубликовали еще в 2009 году. Все, практически полный был набор. Тогда же мы стали дополнять критикой идеологии. То есть, потому что оказалось, что они как-то стоят рядом, да? То есть модернизм и либерализм. И мы параллельно их критиковали, одно из другое. И тогда мы обнаружили, что критика идеологии прекрасно подходит для критики православного модернизма. И поэтому мы пришли к тому, что нам надо рассуждать об идеологиях в массовой культуре. И тогда мы выяснили, что современный мир, да, это религия самоспасения, какое-то такое возрожденное язычество с его трехчастным делением на идеологии, массовую культуру и массовую религию, разновидностью которой является модернизм. И так и выяснилось, что массовая религия, то есть православный модернизм, не является разновидностью христианства вообще. То есть это не разновидность, это не девиация христианства, а это третья часть языческого богословия, возрожденного, если так можно выразиться. Это все взято из сочинения Блаженного Августина о Граде Божием, книга 6. Вот. И, соответственно, мы видим это как целостную религию, где все соединено, то есть развлечение, политика и религия, новая религия. Как мы это рассматриваем как единое целое, потому что это порождение, отражение нового человека. Вот. И разговор о ереси, понимаете, он о ереси модернизма, да, вот в таком техническом смысле, да, что нужно привлекать к этому богословию христианское, выглядит логично. Поэтому нас критикуют, что мы углубились вот в эти всякие такие светскую тематику, там, государство и так далее, и так далее. То есть получается так, что когда мы говорим о ереси, там, скажем, обвиняя профессора Осипова в ереси пелагианства, то мы говорим как дело говорим, вот. А такой серьезный, конкретный разговор. А если разговор идет об идеологиях, новом времени, новом человеке, духовных болезней, о неграмотности, глупости и бесстыдстве, то это все какое-то ненужное, постороннее какое-то дело. На самом деле ничего подобного. Вот. Конечно, я прямо скажу, что это прекрасно, что христиане, они таких высоких мыслей.
вообще. И что они видят, что наш анализ антигностический, антиидеологический, антимодернистский, он невысок. То есть, конечно, душа христианина хочет другого, она хочет исследования православного богословия, значит, священного писания, там, не знаю, псалмов, она хочет молитвы. Вот. И, конечно, да, наш анализ не такого высокого полета, как богословие святых отцов. Это правильно, конечно. Вот. Но, опять же, я говорю, что это вызвано тем, что сам предмет наш таков, он низкий предмет, и мы для него выбрали не такой высокий инструмент, как православное статическое богословие. Вот. И, соответственно, что получается? Что я пытался это показать много раз. Я стремился это показать. Вот. И есть мои сочинения на эту тему, вот именно где я показываю, что вот это модернизм, значит, модернистов не имеет отношения к христианству вообще никакого. То есть это не как там неправильный комментарий, извод и все такое прочее. Это просто совершенно не то. И я взял примеры, вот митрополита Антония Сурожского, такая небольшая работа и большая книга об отце Александре Шмемане. И, конечно, они остались как бы так не совсем понятыми. Вот сама задача это осталась не понята, потому что как бы воспринималось так, что раз, например, Шмеман учит о литургическом богословии, то надо, значит, привлечь литургическое богословие для того, чтобы это, значит, его опровергнуть. И поэтому как бы люди недоумевали вообще, что это за книга и как она, вот, что ее за метод. А метод ее очень простой, чтобы показать, что Шмеман рассуждает о мирском, как мирской человек. Все. Вот. И тут еще другое дело. Почему у нас так вот как бы легко критикуют, что типа вот там, значит, есть настоящее богословие, вот оно борется там, не знаю, с Лосским, там еще другими вещами. Потому что кажется, что дело борьбы с ересью, оно такое легкое и всем доступно. Вот так. На самом деле, прямо скажем, что вот эти все вещи, само богословие и борьба с ересями древними, это высоко абстрактная материя, поэтому очень сложная. Она кажется простой только потому, что ее понимают как сравнение двух текстов между собой. То есть берем текст, значит, там, профессора Осипова, берем текст, не знаю, святого Григория Богослова. Сопоставляем, есть разница. Понимаете? Мысль понятна, которая за этим стоит, что православным может быть каждый человек, правильно? То есть любой. Грамотный, неграмотный. А, соответственно, из этого вытекает, что опровержение ереси, так, там, профессора Лосского, да, оно должно быть каждому доступно. А между прочим, это не так. Вот именно, что если первое верно, так, что православным может быть и должен быть каждый человек, то второе совершенно не очевидно. Совершенно. Я не думаю, что опровержение Лосского именно как еретика, оно доступно сегодня кому бы то ни было. Просто потому, что я считаю, что, например, вообще последним богословом, который был вот в подлинном смысле слова, был отец Михаил Помазанский, а он скончался вот в 1988 году, 1900. Вот. И таким образом требуется ведь сравнение не текстов, а не сравнение букв, а сравнение значений. А вот с этим большая проблема. Еще на уровне букв как-то сравнить удается, но это ничего не дает. То есть это не дает никакого познания. Но есть с искусством чтения большие-большие проблемы. Вот. И это видно в гораздо более простых вещах, чем ересь или вообще модернизм, там, Лосский и прочее. Таким образом, вот если суммировать, да, уже подходить к концу по поводу, значит, того, что такое антимодернизм и христианская образованность, как они соотносятся между собой, то получается так, что мы на нашем сайте предлагаем людям более простой путь. Мы каталогизируем модернистов, мы анализируем их как светских людей, враждебных церкви, но светских. И сам я иду в своих исследованиях вот этим путем. И мне кажется, что это методически правильно. То есть то, что, как я поступаю.
именно не претендуя на то, что я являюсь богословом. Вот так, профессионально. Надо начинать с простого. И искать для себя вопросы посильные. Потом, если как бы что-то откроется, да, это получится какой-то опыт, какое-то знание, умения приобретены будут, то, конечно, можно как-то куда-то подняться и выше. Но я вас уверяю, что этого простого больше, чем достаточно. И вопросы нужно выбирать такие, которые действительно стоят на повестке дня. Понимаете? То есть не надо искать эти вопросы. То есть, скажем так, то есть вопрос о соотношении свободы и благодати сейчас не стоит. То есть он не стоял уже в кальвинизме. Поскольку это уже была такая протоидеология, ну как весь протестантизм, да, это уже своего рода идеология, вариант массовой религии. И, соответственно, то есть уже вот этот, собственно, богословский, высокий, сложный вопрос, он не может стоять у таких людей, как Фридрих Энгельс, понимаете, или Жан Кальвин. Вот. Соответственно, к тому же, ну как-то тоже, мне кажется, это весьма глупым отвечать не на те вопросы, которые тебе задают. Вот так. То есть модернисты задают нам вопросы, но давайте искать на них ответы. В чем же дело? Для души ты можешь искать ответы на любые самые глубокие и высокие и сложнейшие вопросы для себя. Но в данном случае у нас спор о другом с модернистами, идеологами, там, марксистами или либералами, националистами. Вот. И это правильно еще почему? Что нам не нужно углублять православное вероучение. Это не нужно, это невозможно для нашего времени. Нам, ну, это была бы гордость просто. Вот, ну, там, или, скажем, не знаю, открывать там православную антропологию, да, как, значит, вот этого нет, значит, или там учение церкви не разработано, давайте разработаем его глубже. Это все не нужно. Тот, кто прибавит, да будет анафема. Вот и все. Ничего нового нет. Абсолютно. Вот. И, в частности, вот, если так уж говорить, то мы поэтому и берем политических философов не потому, что они настолько высоки, да, что могут судить богословские вопросы. Наоборот, они не могут судить богословские вопросы. То есть политические философы, там Эрих Фогелен, там, не знаю, Лео Штраус, да в конце концов и Аристотель с Платоном, да, они совершенно для богословия не нужны. Ничего богословского я у них лично не извлекаю и не должен был бы этого делать. И вообще надо дать по рукам тому, кто это делает. Потому что, извините, надо извлекать достойное из достойного, правильно? Вот. Больше того, конечно, мы прекрасно знаем, что даже не все святые, не всех святых мы используем для богословия, а только величайших и древнейших. Вот. Мы не можем выбирать по своему усмотрению любых святых. Да? То есть у нас есть 3 святителя великих, у нас есть Писание. Вот. И вот на чем мы опираемся, проверяя, конечно, и другими святыми тоже. Но это, опять же, я говорю, что это надо уметь делать, чтобы не превращалось это все в хаос. Итак, наш путь, вот этот вот скромный и простой, но в то же время он просвещает, понимаете, вот какая штука. И в этом смысле я говорю, что мы проливаем свет, который сами модернисты не могут пролить. Они не ставят себе такой цели, конечно, они ставят, наоборот, целью запутать все. Вот. И мы говорим о человеке, о новом человеке. Мы судим, ну, в конце концов, себя, да, в той мере, в какой мы являемся новыми людьми. И вот, в частности, вот, например, мы действительно, можно это отдельно как-то будет в видео, значит, объяснить. Вот что, например, то есть какие вопросы возникают, да, какие модернизм ставит перед нами вопросы. Например, почему победил модернизм? Все-таки он победил? Реально. Кого? Где победил? То есть, как мне кто-то говорил, ну что, это не может быть, что модернизм победил церковь. Ну, конечно, он не победил церковь. Не победил всех христиан, естественно. Об этом нет. То есть, как победил он? Действительно ли он победил? То есть, надо проверить это. В чем же эта победа этих модернистов? Да, что они там, не знаю, заняли управляющие посты, да, и
все на семинаре оккупировали. То есть это что, победа, это не победа. То есть это все нужно выяснить. И почему православные, которых численно очень много, и даже они что-то пишут, да, и вообще они как-то присутствуют вот, на приходах, по крайней мере, почему это не отменяет победу модернизма? Да? Вот почему, например, святыня храма не отменяет победу модернизма? То есть как это все соотносится? Это все вопросы, которые не являются прямо богословскими. Для них нужно знание богословия, для них нужна просто вера христианская. Да? Но для их исследования нужно тоже много знать, да? Потому что, например, это же прямая аналогия с тем, как победил, не знаю, там, Ленин, да, в России. Конечно, это прямая аналогия. Прямая аналогия, как победил, не знаю, действительно, там, либерализм в Соединенных Штатах, вот либерализм нынешнего образца, да, там, как победил Гитлер, как был побежден Гитлер. Это, я вас уверяю, это прямая аналогия с победой модернизма. То есть это не какая-то духовная победа. Я не думаю, что, например, Сталин одержал духовную победу хоть какую-то. Или там, например, я не знаю, там Гитлер. Конечно, нет. Или Зеленский. Вот. То есть, но это нуждается в исследовании. Да, это нуждается в исследовании, и это надо знать очень хорошо, надо все обдумать. Для этого нужны знания, нужны размышления, нужен анализ ситуации и человека. Вот. И поэтому, раз мы идем от этих актуальных вопросов, которые сейчас вот я не буду их решать, да, потому что это очень длиннило бы наше видео, то тут становится понятно, почему. Вот откуда же взялось-то это недоразумение, да, что с богословием, как орудием борьбы с модернизмом, да, что им говорят, вы занимаетесь какой-то ерундой там, со своими этими идеологиями, со своим Фогелиным, там, Штраусом, это вообще какой-то ерундой вы занимаетесь на вашем сайте, тоже православное называется. Дело в том, что это недоразумение возникло не случайно, его намеренно создали сами модернисты. Вот в чем дело. Они сами занимаются образованием и наукой. И они там не учат ничему хорошему, я вас уверяю. То есть никаким гуманитарным наукам, да, вот, действительно, там такой печально известный Ионарий Ивлиев, архимандрит, вот он действительно, получил якобы классическое, гуманитарное образование в рамках Ленинградской духовной академии. Но вы можете посмотреть на это убожество, и ничтожество, и запустение духовное. Вы можете почитать его, посмотреть, если это вам не лень. Вот. То есть, таким образом, получается так, что сами модернисты, они говорят, мы занимаемся Писанием, мы исследуем Писание. Они не исследуют Писание, не издеваются над Писанием. Вот. Они мы специалисты по, не знаю, кто там этот был, епископ Игнатий Мидич, по-моему, сербский, он специалист по святому Максиму Исповеднику. Они все специалисты, там был, вот такое конгрессы по нему совершаются, там собираются, не знаю, десятки специалистов, там митрополит Иоанн Зизиулос был специалистом по Максиму Исповеднику, там много пользовался и что-то еще такое, понимаете? Вот. Это посмешище совершенно, то есть они даже открыть его не могут. То есть не то, что. Вот. То есть это как действительно на лице лежит покрывало у них. Ничего они не могут читать, когда они читают все это. Вот. Не понимают по-мирски. И это как раз вот на Зизиулосе видно очень хорошо. Об этом было видео с грузинским священником, отцом Константином. Вот. И там мы это обсуждали как раз этот вопрос. Вот. Дело в том, что у модернистов у них же двойная задача. То есть я говорю, что нам надо знать это, мы должны все это видеть как на ладони. С одной стороны, они хотят замазать церковь, понимаете? Они говорят, что христиане такие же люди, как и все. Понимаете? Вот. То есть, опять я говорю, что они рассуждают по-мирски, правильно? С другой стороны, они компрометируют, понимаете? Вот какая штука. То есть, это получается так, что христиане такие же люди. Вроде, это такой тезис универсалистский, натуралистический, да, что называется. Все люди, знаете, все братья и все такое, все равенство и братство. Вот. И такой вывод, он даже лестный для христиан. То есть, христиане, тоже люди, в общем-то. Да, действительно, вот.
Но на самом деле он христиан компрометирует, потому что ведь христиане такие же, как все, да, как бы, но при этом выдают себя за каких-то особенных людей. А это так и есть, конечно. Да? То есть христиане выдают себя за царственное священство, народ избранный, святой, отделенный от грешников, да, как и наш первосвященник Христос. То есть получается так, что один и тот же тезис модернистский, которому они учат и который они исследуют, который они доказывают, у них для этого есть доказательства, они этому учат, понимаете? То есть собираются люди, псевдофилософы, псевдобогословы, и они учат, что церковь не отделена от мира, что христиане такие же люди, как и все, понимаете? Вот, то есть у них есть свои аргументы, но чтобы их разоблачить, нужно знать. И вот, короче говоря, мы могу подойти к выводам, да, что мы избрали такой путь. Он более простой и не такой высокий, можно сказать, грубый. Но на этом пути мы идем дальше и открываем нечто новое. Нечто новое не в смысле, чего не было, да? А мы открываем то, что нам было неизвестно. Вот. Ну, в том числе о самих себе. Да? О положении в церкви, о положении о том, кто такие модернисты. Не модернисты ли мы сами тоже. Понимаете, мы все это узнаем. И это, собственно, и образованность, которая, вот светская образованность, которая нужна христианам. Понимаете, вот она для этого нужна, в том числе. Понимаете? Конечно, она нужна в какой-то мере и для, значит, изучения богословия, да, но в данном случае, если уж говорить вот конкретно, да, зачем она нужна антимодернистам, то она нужна именно для этого. Но при этом, да, вот обратите внимание, я считаю, что это очень важно. Может быть, это не покажется, что так вот вроде как ничего особенного, да, и даже, может быть, это плохо, да, но мы не вносим ничего нового ни в философию, ни тем более в богословие. Понимаете? Мы не, исследуя таким образом модернизм, то мы не вносим никакого модернизма в церковь, мы не вносим никакого мира, да, ничего мирского, светского в христианство и в богословие. Богословие остается таким, каким оно было всегда, каким оно нам дано, предано. Ну вот, собственно, в чем и состоит священное предание. Вот. Таким образом, тут возникло вот несколько еще вопросов, я в конце отвечу на такие разные вопросы, и что какие университеты сегодня могут дать хорошее гуманитарное образование, нас спрашивают. Ну, я думаю, что несколько таких университетов есть, МГУ, вот вроде бы наш пединститут, который я закончил, московский, главный, бывший имени Ленина. Вот. Видимо, несколько. Историко-архивный институт, не РГГУ, а историко-архивный именно конкретно, который находится на улице Никольская в Москве. Наверняка где-то в губернских городах там тоже есть совершенно достойные гуманитарные факультеты. Но надо понимать, что все-таки основная задача вот при поступлении выяснить, не препятствуют ли вы эти высшие учебные заведения вообще получению образованности, понимаете? Вот в чем дело. То есть есть, например, такие, как бы, ну, значит, в основном они новые, да, учебные заведения и перестроившиеся, которые категорически исключают получение образованности. То есть, например, вот РГГУ как раз, я имел в виду. То есть, чему вы там можете научиться? Ну, там, как бы, всему абсолютно извращенном виде. То есть, это все это вот началось еще в советское время, школа Лотмана и прочее. То есть, здесь всяких лжеученых, лжеобразованных людей, их полным-полно тоже. И в этом надо разбираться. То есть, короче говоря, таких учебных заведений, которые бы тебя образовывали как бы полностью, их нет. Но есть еще несколько, их не так много, учебных заведений, которые не препятствуют своим студентам, не мешают им, не закрывают им путь к получению образованности. Вот. Их надо найти, их можно найти, мне кажется. Вот. Тем более, что можно и перейти с одного учебного заведения в другое. Вот.
То же самое касается русского, значит, церковного образования. Ну, я не знаком с деятельностью всех прям семинарий, вот, но то, что я вижу по их, значит, преподавателям, то, что я вижу по их учебным, значит, научным трудам, я думаю, что практически не осталось ни одного учебного заведения в Русской Православной Церкви, которое бы давало образование и не препятствовало при этом. То есть они все исключают возможность получения образования. Вот так. Насколько это продлится еще, что еще можно получить образование, это вопрос. Это тут мы не знаем. Вот. Пока никаких шансов на возрождение нету. То есть, если у тебя возникает там институт имени, там, не знаю, руководимый Дугиным, то, конечно, там, если он считается ученым, если он считается ученым ему подобные, философы, лжефилософы, вот там этот Козырев из Института философии, то, соответственно, конечно, то есть не случайно, что они сомкнулись с православными модернистами, вот, тоже в образовательной среде. Это, ну, как бы логично. Вот, то есть вот именно те, кто мешают получать, научились препятствовать получать образованию, да, они объединились между собой, делятся опытом, и вместе они сильнее, конечно. Вот. То есть, конечно, это ничего хорошего не предвещает, потому что, как сказать, то есть они не допускают рядом с собой знающих людей, вот так можно выразиться. Потому что знающий человек, он разоблачает их незнание, потому что они проходимцы, то есть там, не знаю, там философский факультет по СТГУ, но там собрались просто фокусники, да, то есть просто люди, вообще не различающие правое от левого, да, как в Ниневии, да. Я думаю, что школа умрет последней. Вот школа. Уровень школы среднего образования умрет последним. Тем более, что действительно нужна культура репетиторства. И репетиторство, которое нужно не для сдачи ЕГЭ, а нужно для того, чтобы дети получали образование. То есть цели должны быть такие. И, наконец, я хочу, тоже меня спрашивали, как я отношусь к таким вот насмешливым антимодернистам, насмехающимся над высмеивающих, иногда очень грубо высмеивающих модернистов. Вот. Ну, я бы сказал так, что здесь вот, опять же, значит, если мы поставили своей задачей знать больше, чем модернисты, то нам, как сказать, то есть мы будем на них смотреть сверху. Вот. Сверху вниз. То есть они будут видны для нас как план дома на карте. Понимаете? Вот. То есть мы все видим, план города. То есть мы все знаем. Вот он. Вот как они устроены. Вот что это такое. Кто они такие. Вот. А если мы используем только насмешку, то это как бы мы пытаемся критиковать их снизу. То есть именно так, что христианство высоко, модернисты ниже, чем христианство, что, конечно, так и есть. То есть это сниженная вообще, это низость культуры, низость человеческая. Вот. Низость, естественно, в духовном смысле, это понятное дело. Вот. А мы попробуем их уязвить еще ниже. То есть мы еще ниже возьмем, да, то, где они еще сохраняют приличие, мы совсем их разденем. Вот. В то же время, конечно, ведь сам вопрос этот, вот, да, могут ли быть такие сайты, которые высмеивают модернистов, он обличает некоторую тоже, вот, как сказать, незнание предмета. Дело в том, что, понимаете, это как вот, ну, это все равно, что как бы кто-то нас спрашивал, ну, там, знаете, вот, пап, я пишу стихи, можно я здесь гиперболу употреблю? Понимаете, как вопрос не в гиперболе, да, или там литоте, да, или там еще каких-то приемах, да, там метафорах и сравнениях, и еще что-то там, инверсиях. Понимаете? Вот. А проблема только в том, как ты используешь. Это вопрос умения. Понимаете? Это все равно, что как спрашивать, ну, а можно я к сапогам подошву приделаю? Приделай, ты хорошо приделай. Хорошую подошву хорошо приделай. Так и здесь. То есть насмешка, она, во-первых, конечно, мне кажется так, что она должна быть в каком-то, ну, как сказать, она должна быть где-то в какой-то более большой форме, она должна быть уместной и расположена тоже в этом
каком-то большом видео или тексте, да, тоже уместно. Она должна быть расположена. Вот. И, то есть, короче говоря, ответа тут я прямого не могу дать. Потому что запретить насмешку или сарказм, или иронию, да, невозможно. То есть, никто не может это сделать. Вопрос стоит только конкретно совершенно. Это уместно? Эти сапоги хорошие или нет? Вот. Хорошие подошвы, хорошо, ты пришил хорошие подошвы, молодец. Нет, нет, все. Вот. То есть, как бы надо понимать, что это, вот эти приемы, они действуют внутри чего-то целого. Это какой-то, у нас есть какой-то кусок текста, текст целый. Вот. И там это может быть, может не быть. Вопрос, действительно, надо читать русскую классику, вот, изучать действительно риторику и красоту речи, искусство речи и искусство письма. Вот, и тогда все будет уместно. Вот. Тогда ты сам будешь чувствовать, уместно это или неуместно. Тогда не возникнет вопрос. Ты будешь, я говорю, что вот понимаете как, вот такой вопрос, он вызывает, он обличает какой-то неуверенностью тех, кто вот насмехается. Понимаете, если я, например, использую сарказм, то я отвечаю за него. И у меня нет вопросов. Конечно, я понимаю, что, например, модернистам он не нравится. Вот. И людям с каким-то извращенным вкусом он тоже не понравится. Это я прекрасно понимаю. Но меня это не беспокоит, потому что я знаю, что я расположил нужный сарказм по нужному поводу в нужном месте. У меня не вызывает этот вопрос. Мне не нужны аплодисменты, но и какие-то хулы в мой адрес меня никак не смутят. Вот и все. Понимаете? Вот такое владение, оно является целью. Вот. Ему надо учиться, и оно, опять же, я говорю, что как всякое умение, да, то есть что-то может и не получиться. Но, естественно, когда это не получается в вопросах религии, то это, конечно, очень опасно. Это очень страшно. Вот таким образом я хотел бы на этом закончить тему образования. Может быть, мы к ней еще вернемся там в каком-то виде, если возникнет какой-то повод. Но на этом я благодарю. Это был Роман Вершела, главный редактор сайта antimodernizm.ru.